Привет, ребята! Поступил серьезный заказ от моего самого главного заказчика. Требуется сделать 2 деревянные коробки для хранения разных сортов чая. Одну коробку я буду делать с помощью моих столярных станков, а вторую полностью ручным инструментом. Беру с полки напиленные ранее заготовки и приступаю к работе. Корпус первой коробки будет выполнен из древесины маньчжурского ореха, дно и крышка из вишни. Детали коробки я буду соединять на ус, без дополнительной фиксации вставными шпонками, так как нагрузки на конструкцию не будет вовсе. Дно делаю вставным. Для этого выпиливаю паз в стенках короба на циркулярном станке в несколько проходов. Само дно толщиной 6 мм тоже делаю на циркулярке. Перед склейкой проверяю качество изготовленных деталей и сходимость углов на сухую. Результат меня изрядно порадовал, и ничего не пришлось дорабатывать. Шлифую внутреннюю поверхность короба и дна и приступаю к склейке изделия. Клею зеленым тайт-бондом, имеющим сертификацию для контакта с пищевыми продуктами. Другие клеи этой марки для деревянной посуды использовать нельзя. Для стягивания деталей короба я использую малярную ленту. Никаких струбцин и никаких других приспособлений. Склейка получается качественной, проверена. Пока клей не схватился, еще раз проверяю углы и диагонали. Все в норме. Теперь можно убрать выступивший изнутри клей влажной тряпкой. Размечаю внутреннюю часть крышки и отпиливаю в размер на циркулярном станке. До чего же приятно работать на качественном и точном оборудовании. Просто слов нет. Коробка и крышка склеены. Остается устранить небольшие проблемы с торцевыми поверхностями. На помощь снова приходит мой чудо-станок. Вы только не подумайте, что это реклама. Совсем нет. Реклама будет в следующем ролике. Вы ее ни с чем не перепутаете.
Торцевые поверхности обработаны. Коробка больше не шатается и крышка прилегает идеально. Продолжаю свою работу. Как не люблю я фрезерный станок, но некоторые операции без него выполнить не удается. Поэтому перехожу к фрезеру и осуществляю выравнивание крышки заподлицо с коробом при помощи обгонной фрезы с нижним подшипником. Фреза дешевая, но пока новая работает вполне удовлетворительно. Затем меняю фрезу на колевочную и закругляю углы. Радиус фрезы 8 мм. Делаю закругление за 2 прохода с увеличением выхода фрезы. Для закругления углов крышки меняю фрезу на аналогичную, но с радиусом 3 мм. Теперь нужно изготовить ручку для крышки. Тут я особо изгаляться не стал. Взял классическую форму, подходящую по дизайну. Чем проще, тем лучше. Работать буду ручным инструментом, так как обработка столь мелких деталей возможна с относительной безопасностью только на ленточной пиле. Извините, но мой ленточно-пильный станок еще не функционирует. Как сделать круглое отверстие квадратным, знает даже Буратино. И не говорите мне про долбежный станок. Нету его у меня. И вряд ли когда-либо появится. Ну разве что подарит кто-нибудь. А дальше я пошел наводить красоту. Сам бы не стал этого делать, так как люблю строгий стиль. Но заказчик настоял, и я подчинился. Ничего, зато вспомнил свое пионерское детство. Аппликация выполнена из светлого ясеня, для хорошего контраста с фоном из темного ореха. Финишное покрытие изделий для пищевых продуктов, как обычно, делаю минеральным маслом в 2 слоя с промежуточной шлифовкой. Вот такая коробочка для чая у меня получилась. Изготовление второй коробки ручными инструментами смотрите в следующем видео. А крышку я сделал не простую, а с небольшой изюминкой. Сейчас сами все увидите.
Огромное вам спасибо за просмотр этого видео и поддержку моего канала. Всего вам доброго и до новых встреч!